Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, после некоторого перерыва продолжаю дарить вам работы, которые вам помогут в этой жизни преодолеть трудности, заработать денег и жить достойно. У меня огромное количество денежных ритуалов, и я всегда объясняю это тем, что наш мир материален, и для всего нужны деньги. И люди, которые говорят о том, что деньги – это зло, что деньги – это грязь, и плевать они хотели на деньги, это те люди, которые когда-нибудь своими размышлениями доведут себя до криминала. Когда у них ребенок заболеет и не будет денег, и никто не одолжит. Или когда случится что-то нехорошее в жизни, несчастный случай, такое бывает, к сожалению, и некуда будет идти за спасением. Потому что мысли о том, что деньги – это зло, и деньги вообще ни к чему, привели этого человека в тупик. И денежная энергия его наказала. Не имея денег самому, ты не можешь никому помочь. Для того, чтобы помочь кому-либо, ты для начала должен быть сытый, одетый. И вот из излишков, из накопленного можешь кому-то помочь. Хочу сегодня подарить вам работу, которая поможет вам денежную энергию собрать. Таких работ огромное количество, и они разные. Например, когда начитывают на какую-то вещь или на монету, чаще всего, и эту монету хранят. Или приклеивают там купюру под стол. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы деньги, которые есть дома или у вас в кошельке, притягивали денежную энергию в ваш дом. То есть вы создаете невидимую такую нить между ними, да, связь, денежную дорогу. Вот деньги, которые где-то там, они идут к этим деньгам, деньги к деньгам. Это один из видов ритуалов, один из типов ритуалов. Но есть другой тип ритуала, когда непременно надо эти деньги потратить. А почему? А чтобы эта энергия, которую вы отдаете, да, она разошлась по миру, прошла. И собрала к вам эти деньги. Итак, это древний метод. Правда, к сожалению, скажем так, ритуала для этого... Нет, не ритуала, заговора для этого ритуала не сохранилось. Примерно описание, как это происходило, как это делалось. Это, наверное, более будет справедливо сказать, что это древнегрузинский ритуал. Притянуть деньги. Нужно было взять любую монету, любого достоинства, и скипятить в воде. То есть нужно было поставить воду на костер, на печь, смотря в каких условиях люди жили, и подождать, пока вода дойдет до кипячения. Как только доходило до кипячения, нужно было кинуть туда монету и сверху читать определенное количество, там разные есть количество, есть 12 раз, 13 раз, 6 раз. Ну вот ритуал, который я составила, лучше 6 раз, то есть провести заговор. Потому что он достаточно большой, длинный и вполне достаточно 6 раз. Значит, кидайте
вот поставили воду, холодную воду, обычную воду. Ну, сейчас на газовую плиту или на электрическую плиту. Ставите и ждете, пока вскипит. Как только вскипело, кидайте туда монету, и вот вода бурлит, кипит, а вы сверху читаете 6 раз. Когда начитали, значит, отключаете, вытаскиваете эту монету, но не руками, естественно, из кипятка. Ну, с помощью ложки, естественно, наверное. Скорее всего, как еще. Ну, может, еще что-то есть, там какой-то иной предмет, который можно вытащить. Вытаскиваете, значит, кладете рядом, чтобы она сушилась, эта монета. Далее ждете, пока вода... Нет, извиняюсь. Значит, и читайте на монету, да. Сначала на воду 6 раз, а потом вторую часть, маленькую, читайте на монету. Вытащили, положили рядом, читайте 6 раз на монету. И прячьте эту монету. Но в таком месте, чтобы вы знали, где эта монета находится, потому что вы должны будете потом эту монету потратить. Далее остужаете воду и умываете лицо всей этой водой. Ну, там сколько там, 100 грамм воды достаточно, чтобы и начитать, и вскипятить, и прочее. Мойте лицо. Можете это сделать в любое время дня и ночи, но лучше, конечно, делать это ночью, перед сном. Вот, умылись, все, легли спать. На следующий день эту монету нужно обязательно потратить. Ну, что-нибудь купите. Ну, не только на эту монету рассчитывайте, ну, можете добавить, ну, не знаю, какую там, 10 рублей, да, начитали на эти 10 рублей. На следующий день идите, добавьте еще 50 и купите там что-нибудь на 60 рублей, может быть, газировку, что там, сок. Просто купите, отдайте это продавцу. И эти деньги, естественно, он кладет к себе, потом отдает сдачи этими деньгами, потом дальше эти деньги идут. И вот так вы собираете денежную силу. Они идут по миру и собирают вам деньги в кошелек. Такая работа, вот такие ритуалы обычно подходят людям, которые занимаются, ну, куплей-продажей, которые занимаются своим делом, что-то продают, что-то оказывают какие-то услуги, например, там стригут ногти, как там, все уже забыла, наносят там лак и так далее, то есть маникюром занимаются. Итак, поставили воду, ждете, пока вскипит. Как только вскипело, киньте туда монету, начитайте 6 раз. Вытащите эту монету, положите рядом, начитайте на монету 6 раз. Монету спрячьте. Этой водой ждите, пока немножко остынет, значит, умойтесь, помойте лицо. И все. А на следующий день эту монету потратите. Если вы днем сделаете там, или утром сделаете, значит, утром умывайтесь этой, ну, не знаю, перед работой, если вам прям рано утром не нужно, можете перед работой это сделать, помыть лицо, потом нанести свой макияж и прочее. А эту монету, когда выйдете из дома, обязательно в течение дня потратить. И вот как только вы потратите, с того времени начинает собираться денежная энергия в вашу жизнь. Время от времени повторяйте, потому что я вам говорила и повторяю, что денежная энергия, она капризная, она все время требует вот таких вот вливаний. Все время нужно обновлять, начитывать, обращаться, постоянно держать связь, крепко-накрепко держать вот эту связь с силой денег. Заговор следующий. Значит, первая часть, когда вы кидаете монету в кипяток и читаете сверху. Мое золото. Сколько деревьев в лесах, столько денег в моих закромах. Мое золото. Сколько капель в океане море, столько денег в моем кошельке. Мое золото. Боги удачи и своих щедрот делятся со мною, златом, серебром и всяким добром.
Сила денежная, во мне расти, приумножайся, тяни ко мне богатство, заклинаю. Еще раз. Мое золото, сколько деревьев в лесах, столько денег в моих закромах. Мое золото, сколько капель в океан, море, столько денег в моем кошельке. Мое золото, боги удачи своих щедро делятся со мной, златом, серебром и всяким добром. Сила денежная во мне расти, приумножайся, тяни ко мне богатство, заклинаю. Давайте еще раз начитаю. Мое золото, сколько деревьев в лесах, столько денег в моих закромах. Мое золото, сколько капель в океан, море, столько денег в моем кошельке. Мое золото, боги удачи своих щедро делятся со мной, златом, серебром и всяким добром. Сила денежная во мне расти, приумножайся, тяни ко мне богатство, заклинаю. Теперь вытащили монету, положили рядом и опять же 6 раз читайте. Рука богов щедра, и все для меня, и ради меня, истина. Рука богов щедра, и все для меня, и ради меня, истина. Рука богов щедра, и все для меня, и ради меня, истина. Опять 6 раз, и я 3 раза читаю. Все. После, подождите, пока вода немного остынет, идите умойте лицо, а монету спрячьте где-нибудь отдельно, чтобы обязательно на следующий день или в этот день потратить. Периодически это повторяйте. И через некоторое время вы заметите, как, если вы продаете, например, занимаетесь торговлей, значит, у вас все время будут клиенты. Неважно, чем вы занимаетесь. Даже если вы на бюджетной основе, значит, через некоторое время вам дадут либо подработки, либо там премии выпишут, еще что-то, то есть заметят. И я хочу сказать женщинам, которые, если не работаете вы дома, то есть вы домохозяйки, занимаетесь детьми и так далее, неважно, проведите такие работы. И у ваших детей, у мужа будут заработки постоянно. Потому что вы, как мать семейства, если вы проводите такие работы, вы все это призываете в свою семью. Живите в достатке, чтобы иметь возможность помогать и другим. Всем удачи и всех благ.